Всем привет от стройки в Израиле. Привет, а у нас в частности это утро. Начался день у нас со штукатурки. Штукатурка полетела. Большинство стен готовы. Работаем. Запустили машинку. Машинка работает отлично. Брали мы ее не новую, бэушную, но в очень отличном состоянии. И ничего практически не пришлось настраивать. Подключили воду, шланги новые, воздух, электричество. Правда, поменяли автоматы в щитке, потому что выбивало. Но машина запустилась с первого раза и сразу все пошло отлично. Сейчас отойду от шума, покажу материал, с которым работаем. Вот он, все тот же Мистер Фикс, только на этот раз номер 710. Те тут с ним, то есть штукатурка внутренняя, наружная. Нормальный средний материал, к нему уже пристрелялись. Рабочие уже научились работать с ним неплохо. Так что он себя показывает хорошо. Ну, единственное, что, как обычно, нужно проливать в сухую, жаркую погоду, если нет дождей. А сейчас у нас на дворе 20 ноября, практически декабрь, практически зима. На улице 26, поэтому поливать надо. Ну, нам повезло единственное, что с подготовкой, потому что практически не поливали ничего со шланга, дождики шли. Хорошо все промочило, хорошо все застыло. Все очень крепко. Прям как кость, руки порезать можно. Есть у нас несколько мест, когда мы выставили маяки. Линеечка показала, что стены уходят, как я показывал в самом первом видео, есть несколько мест. Вот. А штукатурка, эта, которой мы пользуемся, 710, она идет до 25, от 6 до 25 миллиметров. И везде, где выше, то есть ее можно в две руки нанести там 30-35 миллиметров. Но где уже ближе к пятерке и выше, нужно пользоваться той штукатуркой, которую я вам раньше показывал. Вот она. Техтерми, она с пенопластом, она более толстослойная. То есть заполняем, где большая толщина терми, схватывается, подсыхает, и дальше продолжаем уже тонким слоем, забиваем обычный 710. Где-то это вот так выглядит. В этих проблемных местах. Сейчас заполняем между маяками, делаем милую так называемую. Когда штукатурка подхватится немножко, будем срезать ее. Все, что лишнее, все, что за маяками. Вот начали с мамада. Оу. Пока процесс идет, расскажу немножко про машинку. Обычная машина, трехфазная, у нее питание. Трехфазный мотор 5,5 киловатт. Киловаттный компрессор для воздуха, но практически не обслуживаемый, только есть здесь вот коробочка, фильтрами меняется фильтр. Не меняется, нужно чистить, менять. Водяной насос, по-моему, полкиловатта. Тонометр, колба, расходомер воды. Бак для материала. И, в принципе, все. Остальное шланги воздуха, шланги для смеси, шланг подачи воды, несколько кнопок включения, здесь щиток электрический сбоку, колеса, стопор. Ну и одна вот у него, как я считаю, проблема в этой машине. Вот этот узел воды от водяного насоса. Узел воды собрано вообще по-другому. Поляки делают, польская машина. Это все на тройниках, на уголках, на все везде. Это редуктор, везде соединение. И проблема этой машины, то, что она начинает подтекать. Если ты тронешь одно какое-то хотя бы соединение чаще всего, то начинает течь все, потому что пошевелил и все, жопа. Вот оно видно, немножко капает. Но капает колба. Здесь тоже неудачная конструкция.
пластиковая резьба здесь, пластиковая резьба здесь, пластиковая резиновая прокладка на колбе сверху и снизу. И вот в этом месте, где пластик приходит, а он такой довольно острый бортик, приходит в резинку, то есть тоже пошевелил, начинает течь, надо все менять на новое. А так, в общем, хорошая машина, хорошо работает. Давит даже до 4-го этажа. Вот снизу до 4-го этажа продавливает, поднимает смесь без проблем. Идет процесс. Тоже пошел следующий день. Вчера все заполнили, зачистили, зарезали. Сегодня дали еще один тоненький слой. Вот зарезаем таким правилом зубами. Уже один финиш. Видит ровно все, без ямок, без царапин. И все отлично. На вот эти две стены, лицевую и то, что немножко за углом у нас было, ушел один поддон смеси. Это 2 тонны. Вот, примерно где-то такой расход. И на следующий день, наверное, начнем 2-й этаж. И параллельно у нас один человечек ставит уголки, продолжает. Маяки, дело идет. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.